В нашем путешествии мы познакомились с Осло, посетили Лилиестрём и Моракулиен, Арвику и Карлстад, отдохнули на озере Венер и осмотрели удивительный город Эребру. И, наконец, достигли Стокгольма. Сегодня мы расскажем, что можно увидеть, двигаясь по центру города, если у вас всего несколько часов. Мы добрались до Стокгольма по трассе Е20, а к центру города подъезжаем с юга. Стокгольм был основан в 1187 году на острове между озером Мälaren и Балтийским морем. В XI-XII веках уровень моря был на 5 метров выше современного, и озеро Мälaren было заливом моря. Но затем уровень моря опускался, и для прохода судов как раз в районе Стокгольма были построены шлюзы. Благодаря своему удачному географическому расположению Стокгольм стал торговым городом и вошел в Ганзейский союз. В 15 веке немцы составляли четвертую часть его населения. В 1634 году столица Швеции была перенесена из Uppsala в Стокгольм, и в эти же годы были снесены крепостные стены города. За всю историю Стокгольм ни разу не пострадал от военных действий, и поэтому там сохранилось много старых сооружений, которые мы и осмотрим. Однако пожары неоднократно приводили к тому, что здания приходилось перестраивать, а некоторые из них, в том числе Королевский дворец, строить заново. Въезжаем по мосту на Södermalm, то есть Южный остров, и почти сразу попадаем в туннель. До 17 века этот остров был сельским пригородом, а сейчас это современный район Стокгольма. На Södermalm расположена построенная в начале 20 века в стиле национального романтизма церковь Хогалит. Характерный силуэт этого храма с двумя башнями потом попался в объективы наших фотоаппаратов из центра города. Из туннеля выскакиваем прямо на центральный мост, и справа от нас уже виден Gamla Stan, то есть старый город. Центральный мост проходит через маленький остров Риддархольмен, который вместе с Gamla Stan формирует центр Стокгольма. Здесь расположена церковь Риддархольмен, единственная сохранившаяся в Стокгольме средневековая монастырская церковь, построенная еще в XIII веке. В настоящее время церковь используется только для похорон и поминальных служб. Это усыпальница шведских монархов. Церковный шпиль был установлен в конце XV века, однако этот шпиль был разрушен ударом молнии в 1835 году, после чего был установлен необычный стальной ажурный шпиль. Современный вид он обрел в 1970 году после реставрации. Справа здание дворянского собрания или рыцарский дом, построенный в середине 17 века в стиле классицизма. Перед дворцом памятник королю Густаву Васе. О нем мы рассказывали в фильме об Эребру. В настоящее время здание по-прежнему используется как место проведения мероприятий дворянских родов, чьи гербы украшают большой зал. Дальше справа крохотный остров Стрёмберг. Раньше в этом здании был ресторан, а теперь Идея, то есть офис Международного института демократии и содействия выборам. Слева здание ратуши Стокгольма. Здание было построено на стрелке острова Кунгсхольм в 1911-23 годах. В ратуше проходят заседания городских властей, и ежегодно 10 декабря здесь устраивают банкет после вручения Нобелевских премий. На башне находится 9 колоколов. Самый большой, весом 3 тонны, был подарен Нидерландами и получил имя святого Эрика в честь покровителя Стокгольма. Смотровая площадка башни называется Медная башня. На верхушке национальный геральдический символ Швеции – 3 короны. Есть много версий его значения, но нам больше нравится то, что это символ 3 основных богатств Швеции – гор, лесов и воды. Слева виднеется ультрасовременное здание Центра конгрессов.
Но мы сворачиваем с моста вправо и видим шпиль церкви Святой Клары. Церковь появилась на этом месте уже в XIII веке, когда здесь был основан женский монастырь. Монастырь был снесен в 1527 году по приказу короля Густава Васы. Густав Васа в 1523 году без боя взял Стокгольм. Он провел в стране церковную реформацию, ввиду ее финансовых выгод для королевской власти. Церковь Святой Клары возродилась в конце XVI века. Будучи построенной в два приема, эта церковь сочетает в своем облике черты барокко и неоготики. Башня церкви высотой 116 метров, увенчанная позолоченным петушком, самая высокая в Стокгольме, и поэтому она видна из разных точек города. 4 окружившие ее небольшие башенки делают ее силуэт особенным. Историческая застройка района Норрмальм была разрушена в середине 20 века в ходе реконструкции центра Стокгольма. Сейчас древняя церковь стоит в окружении современных домов. Проезжаем между современными зданиями, с трудом пересекая пешеходную улицу. Выезжаем на площадь, посреди которой стоит памятник королю Густаву Адольфу, о котором мы подробно рассказывали в фильме о Гетеборге. А справа мост на Гамла-Стан, куда мы еще отправимся пешком. Слева здание Королевской оперы. Театр начали строить в 1775 году по заказу короля Густава III, который был одним из самых образованных монархов своего времени. Вот памятник ему в Стокгольме. Здание оперы не уступает в богатстве отделки дворцам шведских монархов. Именно в здании оперы во время бала маскарада 16 марта 1792 года Густав III был смертельно ранен выстрелом в спину. Вот маскарадный костюм короля. За оперой расположен уютный парк и площадь, которая носит имя короля Карла XII. Снова останавливаемся, чтобы пропустить пешеходов, а справа подъезжает двухъярусный автобус Хоп-он, Хоп-офф. Подобные автобусы нам еще не раз попадались в Стокгольме, а ранее мы использовали их для осмотра Кейптауна, Барселоны и Копенгагена. Автобусы Хоп-он, Хоп-офф курсируют по расписанию и по определенным маршрутам, делая остановки в самых привлекательных для туристов местах. Купив билет, можно доехать до любой остановки, выйти и осмотреть там все интересно, а потом снова сесть в следующий автобус и продолжить движение по маршруту до следующей достопримечательности. По системе Хоп-он, Хоп-офф курсируют не только автобусы, но и корабли. Перед нами огромное здание с флагами. Это Гранд-отель. Эта гостиница была основана в 1874 году и является единственной в Швеции, которая входит в сеть ведущих гостиниц мира. Здесь останавливаются прибывшие в Швецию главы государств и другие важные лица. Стоящие рядом здания дворец Баллиндер и дом Бормана сейчас являются частями Гранд-отеля, и там размещаются гостиничные номера. На улицах Стокгольма очень много велосипедистов и самокатчиков. Одна девушка даже упала с самоката прямо перед нашим автомобилем. Хорошо, что за рулем нашего Ситроена был водитель мирового класса. Далее видим здание Национального музея. История его собрания берет свое начало в XVI столетии. Коллекция быстро росла за счет новых приобретений, даров и военных трофеев. В 40-х годах XVIII века шведский посланник в Париже приобрел для коллекции многочисленные французские полотна. Современное здание музея открылось в 1866 году. Здесь размещены около 16 тысяч полотен и скульптур. Подъезжаем к мосту с реверсным движением. Этот стальной мост был возведен в 1861 году
и ведет на остров Шепсхольмен, то есть Корабельный островок. С 1935 года мост признан памятником архитектуры, и поэтому он остается таким узким. На острове размещается не только гостиница, где мы остановились, но и много других интересных сооружений. Красное здание прямо по курсу – это Адмиральский дом, построенный в 17 веке. Сейчас там размещается офис Национального музея. А до 1968 года на острове была штаб-квартира военно-морского флота Швеции. Справа на холме здание, которое сперва было церковью Карла Юхана. О Карле Юхане мы подробно рассказали в фильме об Осло. Это здание представляет собой неоклассический храм в виде октаэдра по типу римского пантеона. С 2001 года здание стало светским, и теперь здесь размещается концертный зал, названный в честь Эрика Эриксона. Нет, это не герой анекдотов из нашего фильма про Арвику, а шведский дирижер. Справа – здание в Строительных лесах. Оно было построено в начале 19 века как казарма для моряков. В 1988 году здание было передано Королевской академии изящных искусств. Но в 2016 году там произошел большой пожар. И в 2019 году его все еще ремонтировали. Сворачиваем вправо и видим здание, вход в которое охраняют лев и кабан. Это Королевская академия изящных искусств, на гербе которой изображены именно лев и кабан. Бронзовые скульптуры льва и кабана возле входа являются копиями гипсовых итальянских скульптур, привезенных в 17 веке из Италии и размещенных теперь внутри здания, а еще не являются героями старой сказки. Лев и кабан пришли на водопой и стали драться за право пить первым. Устали, глянули на небо и увидели над собой кружащих стервятников. И решили, что лучше дружить, чем драться и оказаться добычей стервятников. И вот мы наконец подъезжаем к нашей гостинице. А перед ней пришвартован старинный корабль. Здание и корабль – это единый комплекс-хостел для туристов. Мы жили вот в такой комнате. А можно было жить и в каютах на корабле. Это трехмачтовое стальное судно было построено в 1888 году в Англии для рейса в Австралию и тогда называлось Данбойн. В 1908 году оно было продано сперва в Норвегию, а потом в Швецию, где его переименовали в Кеннеди. В 1923 году судно приобрел военно-морской флот Швеции и переименовал его в честь адмирала и теоретика кораблестроения Фредрика Чепмена. До 1934 года его использовали как учебное судно, а потом как казарму. В 1947 году городской музей Стокгольма спас судно от слома, и с 1949 года оно используется как хостел в Стокгольме. Выходим на пешую прогулку и идем по уже знакомому мосту. Через залив видим остров Södermalm, по которому, или точнее под которым, недавно проезжали. Над ним виднеется шпили церквей. Поближе купол церкви Святой Катерины. Она была построена в 1695 году, но дважды страдала от больших пожаров. Недавний пожар 1990 года почти полностью разрушил этот храм. Но к 1995 году она была восстановлена. Вдалеке видим купол церкви Святой Софии. Она была возведена в начале 20 века и названа в честь жены короля Оскара II, королевы Софии. В плане здания греческий крест, что не характерно для Швеции. На берегу видим скульптуру Винерна, то есть крылья, авторства Карла Миллеса. Она была сооружена в 1908 году и изображает юношу с орлом. Сюжет навеян греческим мифом
о Ганимеде, прекрасном юноше, которого похитил превратившийся в орла Зевс. В Стокгольме установлены и другие работы Карла Миллиса, например, «Певец солнца». Недавно мы узнали, что такая же скульптура установлена в Иллинойсе. Как это случилось, можно узнать из видео на канале «Мир глазами экспатов». Ссылка в правом верхнем углу экрана и в описании. Переходим через мост, и перед нами разворачивается огромное здание Королевского дворца. В средние века на месте дворца высился Стокгольмский замок, заложенный Биргером Ярлом для защиты водного пути из Балтики в Мälaren. Со строительства этого замка и началась история города Стокгольма. При Юхане III угрюмый замок сменила элегантная резиденция, выдержанная в духе Ренессанса. К концу 17 века она была сочтена устаревшей, и на ее месте был возведен барочный дворец. 7 мая 1697 года едва достроенный дворец сгорел дотла. В ходе пожара чуть не погибла королевская семья и чуть не сгорело тело почившего незадолго до пожара короля Карла XI. Пожар начался в покоях брандмейстера, отвечавшего за противопожарную безопасность дворца. Ныне существующее здание на 600 комнат с фасадом длиной в 120 метров строили более 50 лет. На площади перед дворцом памятник основателю королевской династии Бернадоттов, тому самому Карлу Юхану, о котором мы говорили в первом фильме этого цикла. Выше на холме церковь Святого Николая, которая также называется по-шведски Сторкиркан – Большая церковь. Здание представляет собой образец шведской неоготической архитектуры. Церковь Святого Николая построена в конце XIII века. Во время реформации она стала лютеранской, со временем главной церковью Гамластана, а в 1942 году кафедральным собором. Колокольня церкви построена из кирпича, стены оштукатурены и выкрашены в желтый и белый цвета. Первоначальная конструкция здания восходит к XIII веку, однако внешний вид здания был существенно изменен в стиле барокко в середине XVIII века. Выходим на большую площадь старого города, где расположен музей Нобелевских премий. В этом же здании располагаются Шведская академия наук и Нобелевская библиотека. А раньше здесь была биржа. Бродим по узким улочкам старого города и выходим к церкви Святой Гертруды, или немецкой церкви. В средние века этот квартал был населен преимущественно немцами, отсюда и название «немецкая». Кирпичный шпиль, верх которого покрыт медными листами, имеет высоту 86 метров, и поэтому мы видели его из самых разных мест Стокгольма. Шпиль был создан в 1878 году и украшен горгульями. Северные ворота украшены изречением на немецком языке «Fürchtet Gott, ehret den König» – «Бойтесь Бога, чтите короля». На улочках предлагается самая разная еда, но нам не все подходит, и мы находим заранее намеченное вегетарианское кафе. После вкусного обеда движемся к гостинице. По дороге видим здание шведского парламента, Риксдага. Проходим по мосту Васа, расположенному параллельно центральному мосту, по которому мы ехали. Попадаем на центральную площадь, а потом снова оказываемся на площади Густава Адольфа, по которой мы ехали. Видим, что за зданием оперы расположена красивая церковь Святого Якова, которую начали возводить еще в XVI веке. Эта церковь знаменита своим органом, который звучит там с XVII века. Уже вечером возвращаемся в гостиницу, чтобы набраться сил для утренней экскурсии. А следующим утром наша группа разделилась пополам. Ветераны пошли в музей Абба вспомнить молодость. А юные натуралисты отправились в парк Скансен.
а у вас будет возможность посетить оба этих интересных места. Чтобы не пропустить эти экскурсии, подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Это Каролиней. До встречи на экранах ваших компьютеров и смартфонов.